Всем привет! Привет. Сегодня Катюша будет готовить леденцы от кашля и простуды. Да. И Ева будет помогать тебе. Да, Катюша? Да. Хорошо. Для того, чтобы приготовить леденцы от кашля, нам понадобится 1,5 стакана сахара, 4 столовые ложки водички, 1 луковица небольшая, 60 грамм корня имбиря свежего. Отсюда нам понадобится 1 столовая ложка сока имбиря. Лимон. Будем брать 1 столовую ложку лимонного сока. И мед натуральный. Будем брать 1 столовую ложку меда. А ты любишь мед? Да. А ты все вот тут, что тут лежит, любишь, доча? Да? И будем делать сейчас что? Правильно! Итак, начинаем. Мы очистили наш имбирь. Сейчас очищаем луковицу. Вот, я сама. Сама давай. Очищаем нашу луковицу. Мы очистили луковицу и имбирь. Теперь нарезаем их на небольшие кусочки, чтобы их удобно было измельчать в блендере. Измельчаем в блендере или в кухонном комбайне лук с имбирем. Измельчаем мы для того, чтобы добыть сок из имбиря и лука. Можно делать все по отдельности, можно вместе, как я. И теперь процеживаем все через марлечку. Мы берем тарелочку и кладем на нее марлечку, да, Катюша? И сюда выкладываем нашу луково-имбирную смесь. Теперь поднимаем это вверх и выдавливаем. Бери ручки, давай ручку, доча. Вот, крепко-крепко. Вот Катюша как старается. Так, давай, это сок. Сок, все? Сейчас мама поможет. Руки перед этим должны быть чистые, да, Катюша? Мы ручки помыли. Вот у нас получилось где-то 2 столовые ложки луково-имбирного сока. Сок. 1 столовая ложка сока тут Сок. имбиря и 1 столовая ложка сока чего? Лука. Лук. Теперь добавляем 1 столовую ложку лимона. Да. Катя будет держать ложечку, а я буду выдавливать сок. Держи ровненько. Мы берем половинку лимона и сдавливаем. Вот у нас получилась столовая ложка лимонного сока и выливаем сюда. Умница. Так, перемешиваем. За счет красного лука у нас цвет такой розовенький получился. Да, доченька? Так, наш сок готов. Теперь мы будем делать, собственно, саму карамельку. Да, доченька? Да. При желании можно добавить немножко пищевого красителя, чтобы окрасить наши конфетки, да? Но совсем чуть-чуть. Можно также использовать натуральные соки. Давай ложечку, Катюша. Вот. Давай. Я буду сыпать. Давай, чуть-чуть сыпем. Все, чуть-чуть. Мешаем. Так, перемешиваем. Вот такой у нас красивый оранжевый цвет получается, да, Катя? Да. Это Катя сама готовит. Мы добавили совсем чуть-чуть на кончике ножа, так сказать, красителя пищевого. И теперь будем делать карамельку. Для того, чтобы покрасить наши леденцы, можно использовать также натуральные соки, такие как сок свеклы, морковки, да, доченька? Например, там от брусники и так далее. Добавляем 4 столовых ложки в кастрюльку.
и даем воде закипеть. После того, как водичка закипела, аккуратно добавляем сахар потихоньку, постоянно помешивая. Мы добавляем 1,5 стакана на 4-5 столовых ложки воды. На маленьком огне, постоянно помешивая, готовим наш сиропчик сахарный. Я постепенно помешиваю наш сахар. Кстати, жженый сахар помогает от кашля. Так что уже конфетка, сделанная из сахара и воды, будет полезна. А если мы сейчас туда еще добавим дополнительные ингредиенты, то это вообще будет супер средство от простуды и от кашля. Варить необходимо сахар с водой до полной прозрачности. Проверяем наш сироп на готовность. Берем его и капаем в холодную воду. Если капля застынет, значит сироп готов. Видите, смесь там застывает. Значит, сироп готов. После того, как наш сироп готов, мы добавляем в него сок луково-имбирно-лимонный, так как он не любит нагрева, и столовую ложку меда, потому что при больших температурах мед теряет свои полезные свойства. Вот наш сок. Это наше лекарство от кашля, гриппа, бронхита, от больного горла. Огонь мы сделали слабеньким-слабеньким. И сюда же быстро добавляем столовую ложку меда. Быстро все размешиваем и выключаем огонь. Даем сиропчику постоять в таком состоянии буквально минуту. Итак, наш сироп готов. Теперь быстренько все смазываем растительным маслом. Не рафинированным лучше, потому что оно полезнее. Берем формочку из-под льда. Лучше, конечно, если есть силиконовая форма. Для карамелек, для льда удобнее. Но у меня нету. Смазываем для того, чтобы потом нам было удобно доставать наши леденцы. Главное не переборщить. Проверяем на готовность наш сироп. В холодную водичку опять добавляем капельку. И видим, что она застывает. Все застывает. Отлично. Если капелька не застывает, значит надо еще немножко подогреть. Заливаем наш сироп в формочку. Теперь ждем, когда наши конфетки немножко остынут, и отправляем их в холодильник до полного остывания. Если вы хотите сделать конфетку на палочке, тогда через минут 15-20 выньте наши конфетки, вставьте сюда палочку и опять отправьте в холодильник, пока они полностью не станут холодными.
Если никакой формы нету, то можно просто на бумагу для выпекания наливать конфетки. Можно одну порцию налить на чайную ложечку. Пусть она засохнет и дать пососать ребенку с ложечки остатки. Кстати, после того, как ваш сироп будет готов, его нужно быстренько разливать по формам или же вот на бумажку, потому что буквально в течение 5-7 минут он начинает загустевать сильно, твердеть, и потом уже разливать очень неудобно. И что касается грязной кастрюльки, то залейте горячей водой, пусть немножко она так постоит, и потом все с легкостью отмоется. Не переживайте. Самое интересное, что все ингредиенты здесь натуральные. Мы знаем, из чего сделаны эти конфеты. Имбирь придает немножко такой терпкий, выраженный вкус. Ребенок с удовольствием будет кушать такую конфетку. И много не съест, потому что он немножко такой специфический имеет. Сладковато-имбирный такой вкус. Плюс тут у нас еще и луковый сок, который вы ни за что не заставите малыша выпить отдельно или съесть чем-то. А вот в конфетке он его обязательно скушает. Катюша? Я кушаю. Кушаешь? А ты пришла выпрашивать у мамы конфеты? Да? А тебе нравятся такие конфетки? А? Да. А какие они, вкусненькие? Да, кушаю. И сладенькие? Да. Кусики. Вкусненькие? Да. А сколько ты хочешь? Одну конфетку скушать или много-много? Много-много. Сколько? Много-много. Много-много? А тебе местится в животик столько? Да. Вот так детки, кушая вкусные конфеты, лечатся и получают много полезных витаминов и веществ. Да, Катюшка? Да. Катюшка, давай подождем, пока конфетка остынет. Катюша даже не может дождаться, пока наши конфеты остынут. Одни конфеты мы положили в холодильник, формочки для льда. А вот эти конфеты, которые мы делали на бумаге, мы оставили на столе. А Катюше не терпится их съесть, да? Кать? Да. Вот эта конфетка уже чуть-чуть подстыла. Вот конфетка. Вкусная? Можно еще посыпать конфетки сахарной пудрой. Катюша у нас приболела. Нам поставили бронхит. Она кашляет сильно периодически. И вот мы решили сделать такие с ней конфетки. Да, Катя? Папа сейчас придет с работы, мы ему тоже угостим такой конфеткой, да? Катюш? Да. Будем лечиться всей семьей. Вот некоторые конфетки уже подсыхают. На, Катюшенька. Ой, все, исчезла конфетка. А куда она делась, Катя? Котики. В ротике? Ах ты! Вот так вот ребенок стоит около стола и выпрашивает лекарство свое, да, вкусное? Катюшка. Все, пошли, детка. Потом еще. Потом еще чуть-чуть, доча. Вот. Чуть-чуть. 2, 4, 5 конфеток в день, таких вот, вы поможете ребенку справиться с насморком, с болью в горле, с простудой. И он получит много полезных витаминов и веществ. Делаем конфеты на палочке. Отправляем опять в холодильник до полного затвердевания. Катюшка, что ты делаешь? Я кушаю. А что ты кушаешь? Конфеты. А что это? Конфеты. Конфетки? Да. Тебе нравится? Да.
Вкусные лекарства от кашля, да, доченька? Катюш, Да. лечитесь вкусно, пусть ваши детки и вы не болеют. Если понравилось видео, обязательно поставьте нам лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока!